Там будет какая-то прелюдия какая-то, а я сразу... Прелюдии кнопку нажал, нету, сразу это... Она сразу выбросила в эфир. Привет! Напишите, пожалуйста, как нас слышно, как нас видно. Слышно ли нас, видно ли нас? Вроде слышно. Должно быть слышно. Вроде видно, должно быть видно. Ждем ваших сообщений. О, все, заработало, пишет Надя. Привет, привет еще раз всем. Всем. Привет, привет. У нас, видите, здесь полный комплект. Угощение. Да, мы не завтракали еще, терпели до стрима. Сейчас просто будем накидываться на еду, потому что очень-очень голодные. У нас здесь лепеха с яйцом. И сыром. И сыром. Чуть-чуть. Да. Не коттедж чизом, не творог здесь, а сыр. Какой здесь камте? Камте. Будет очень вкусно. С сыром камте лепеха. Есть рецепт на канале похожий. Можете тоже быстренько себе приготовить, если захочется. Здесь банановый бред. Вот такой вот наиаппетитнейший, который испек Лешечка сегодня по рецепту с канала Cooking Time. Есть такой один канал, известный в узких кругах. И блюберика у нас здесь сезонная, вкусная. Притаилась блюберика, да. Будем сегодня ее блюберить. Подъедать, да, за все хорошее. Ну и пузырики у нас тоже есть, но сейчас хочется начать с глотка кофе. Я еще сегодня свой с кофеином не пил, поэтому вот сейчас с глотком кофе прям все. Жизнь начинается. Так, смотрю, все, полетели приветы. Напишите, как проходит ваше воскресенье. Ну и давайте сегодняшний эфир, ну, во-первых, да, это долгожданный стрим на этом канале. Я даже не помню, когда здесь был такой полноценный стрим. Был стрим для партнеров. О, Марина, спасибо большое за подписки. Спасибо большое, Мариночка, за подарочные подписки. Подписки полетели. И вижу знакомые имена. Приятно, когда подписки получают зрители, которых узнаешь, ну, можно сказать, в лицо. Да, в лицо. Спасибо, Мариночка, за подписки. Вот глоток утреннего кофе, второй торжественный, за тебя. Будем сегодня выпивать за всех, кто отправляет подарочные подписки, донаты и все остальное. Вот, надеюсь, у нас жидкости хватит. Если что, еще сходим. Если что, еще, да, занырнем. Спасибо большое, Мариночка, еще раз. И добро пожаловать всем, кто присоединился. Так вот, долгожданный стрим. Ну, я знаю, что долгожданный, что уж тут. Скромничать и скрывать. Давно не было стрима. Да я знаю. Часы сообщают мне, сколько времени. Такие, вы опоздали сегодня, задержались на стрим. Но вообще-то уже 10:45. Так вот, долгожданный стрим. Давно не было на канале. Был осенью стрим для партнеров канала, для спонсоров, мемберов, где я объяснял, что ставлю канал на паузу. И, как мы уже рассказывали в видео, за год паузы канала он прибавил в весе существенно. Ну, для, скажем так, пассивного канала, где ничего не происходит, 10 тысяч прироста – это достаточно неплохо, как мне кажется, учитывая, что было 60, стало 70, ну, неплохо. Но можно больше, подумал я, и решил, что надо возвращать канал в плавание Ютуба. Ну, тем более, что есть что возвращать, и есть что сказать, и есть что показать. Ну и, наверное, прежде всего возвращать хочется как раз вот так, с мыслями какими-то. Это будет не то чтобы полностью разговорный жанр на канале, но будет, наверное, что-то такое. Потому что был подкаст, вы знаете, и он есть подкаст, все выпуски подкаста открыты, открытые души. Наверное, хочется как-то вот совместить влоговую историю. Уже неинтересно на самом деле вот эта вот вся такая прям повседневность. Ну, мы уже немного вышли из возраста, когда хочется снимать каждый свой шаг, его всем демонстрировать, уже не мальчики. Хотя многие нас так называют, но уже дяденьки почти под 50. Что уж говорить. Почти. Под 50 и есть, что уж.
Ну да, под 50, что уж. Поэтому вот в этих головах под 50 уже накопилось много всего, чем, наверное, хочется делиться. И, возможно, как раз вот так вот наше общение на этом канале и построим. Будем делиться тем, что здесь в головах накопилось, накапливается, какими-то своими мыслями. Ну и, конечно, да, влоги тоже будут, но, опять же, они будут какие-то по поводу влоги. То есть это либо путешествия, либо какие-то поездки, там, кемпинги. Ну, когда есть что показать, но просто, знаете, мы пошли, налили себе кофе, мы там налили себе пузыриков, выпили. Это уже, ну, прям совсем неинтересно. Это и многим из вас неинтересно. Да. Налить кофе и пузырики вы и сами себе сможете. Вот, поэтому сегодняшний стрим давайте построим на том, что мы как раз поболтаем о том, каким канал видите вы, что хотели бы видеть на канале. Задавайте какие-то вопросы, на какие-то вопросы ответим мы сегодня за завтраком своим, а какие-то вопросы возьмем на заметку и будем отвечать в будущих стримах, которые должны стать традицией. Ну, посмотрим, как сегодня пойдет. Если хорошо стрим сегодня пойдет, значит хорошо пойдет, значит традиция приживется. Если не очень хорошо пойдет, значит просто будем снимать видео. Поэтому, если вы там смотрите и пока еще не поставили лайк, смотрю, 216 человек у нас сейчас в эфире. Лайков 140 всего? 140, да, всего. Нужно немного поднажать на лайки. Повторюсь, если хочется стримов, то давайте как-то их тоже активно будем стараться поддерживать. Ребята, мы очень рады вас видеть. Пожалуйста, расскажите, как вы учили английский для иммиграции, как продолжали его учить уже в Канаде, как сейчас поддерживаете языковой уровень, дайте лайфхаки. Ну, на самом деле, по этому поводу мы снимали даже несколько видео на канале было про языки. Ну, и самый главный лайфхак — это практика. Да, просто использовать. Просто использовать. Никакого другого лайфхака. К сожалению, нет. Так, чтобы, знаешь, придумал. записать на корочку. Но если именно хочется говорить, то только Надо так. говорить. То только говорить. Потому что, да, мы смотрим сериалы все давно, еще до переезда в Канаду мы все смотрели сериалы, фильмы на оригинальном языке. Теперь невозможно смотреть их в дубляже. Я вообще не понимаю, как можно смотреть фильмы и сериалы в дубляже, потому что там не только... Ну, если есть возможность смотреть и понимать. Да, ну, можно смотреть с титрами. Да. Потому что актерство — это не только игра лицом, но это игра и голосом, и интонацией, и при дубляже это уже совсем другая история. А кроме того, сейчас, например, в русскоязычном дубляже просто меняют напрочь смысл, вырезая какие-то неугодные моменты, цензурируя. Поэтому сейчас вообще, мне кажется... Пока ты цензурируешь. Да, мне тоже хочется, что ты уже начал говорить. Давай, ты сейчас доедаешь кусочек, потом ты будешь рассказывать про лайфхаки английского, а я занырну уже во что-нибудь. Уже есть очень хочется. Вкусно получилось. Так вот, да, разговаривать. Если хочется разговаривать, то сглотнул слюну. Разговаривать. Так вот. Это, наверное, самый главный лайфхак, которым мы можем поделиться. Когда практики немного, соответственно, язык развивается медленно. Когда практика есть, язык развивается просто со скоростью звука, света, чего там еще. Да, просто говорить нужно. И если перестаешь говорить, то язык снова уходит в пассивную фазу, и все какие-то знания, они остаются на подкорочке где-то там, ну, в зависимости от того, сколько подкорочка может держать, но возвращаются только тогда, когда ты снова начинаешь его использовать. Например, у меня с французским так. Я практически перестал разговаривать на французском, перестал его использовать. Он где-то там есть, когда мы оказываемся во Франции, ну, туго. Всплывает. Всплывает, да, но, например, там, на вторую неделю всплывает уже лучше. В первый день это так, ну, такой разгон. Язык нужно просто использовать. Язык такая штука, как и любую, как мышца. Я сейчас учу французский, а Саша французский сейчас забывает. Поэтому мы, когда приехали последний раз во Францию, и мы останавливались в различных гостевых домах, и некоторые гостевые дома, там есть у них традиция, ну, пообщаться с жильцами, по крайней мере, какой-то смолл-ток немножечко поговорить.
И мы вдвоем такие на пару. Я собрал весь свой французский, который я приобрел, который я тоже не сильно использую, а Саша собрал то, что успело всплыть к тому моменту. И мы вот вдвоем так на пару достаточно нормально, мне кажется, Ну, общались. да, на два языка, ну, в смысле своих реальных, мы язык хорошо использовали. Ну, а так Саша абсолютно прав, мне надо использовать язык, и именно в таком виде удается его поддерживать, потому что, мне кажется, зачастую большую часть дня сейчас я общаюсь больше на английском по работе, чем на русском, потому что я там спускаюсь иногда на какие-то кофе-брейки, а если я в офисе целый день, так и вообще большую часть времени я использую английский язык, поэтому так-то он и остается каким-то живым. То есть надо пользоваться языком для того, чтобы он был живым, надо на нем говорить, практиковаться, и поэтому только так он и способен, наверное, остаться где-то в активе. Ты хотел что-то сказать? Да, я вопрос увидел, что сложнее, английский или французский. Хороший Вообще не могу вопрос. сравнить. Ну, в этом плане, мне кажется, что, знаете, это зависит от каких-то... Есть у кого-то талант к изучению языков, к восприятию информации таким образом. Кому-то дается лучше, кому-то хуже. То же самое можно сказать, наверное, и про языки. Кому-то проще покажется английский, кому-то проще покажется французский. Но вообще, если углубляться в изучение одного и другого языка, там очень много тонкостей. Ну, нельзя сказать, что какой-то сложнее, какой-то проще. Ну, много зачастую говорят, что типа английский проще, потому что там меньше всяческих конструкций усложненных, как во французском. В французском все эти времена, Ну вот, рода есть, которых нет, хотя нам не привыкать. ну вот опять же, я могу сказать, что английский у меня был большим очень блоком со школы, потому что вот эта вот советская еще система. Училка. Училка, да, говори правильно или не говори вообще, садись Надеюсь. двойка, да. Если у нас есть в зрителях сейчас учитель, Нет, есть учителя и учителя, а есть учительницы, училки. А Это есть разные вещи, это разные профессии. Вот училка это плохо для языка. Вот у меня была училка. а у меня была учительница. Такого советского формата, такая вот, правда, говори правильно или не говори вообще. И у меня очень сильный блок, я очень долго стеснялся говорить на английском, ну, потому что вроде как ты учишь его со школы, а все еще не говоришь, и вот это вот все добавляется в голове. А французский я начал учить, когда мне уже было лет 30, я работал во французской компании, во франкофонной, в «Буржуа». Офис у нас был в Париже главный. Ну, соответственно, хочешь не хочешь, вокруг тебя все разговаривают на французском, и в какой-то момент тебе тоже хочется разговаривать на французском, и там вот такой момент. Я себе, получается, дал разрешение ошибаться на французском, потому что, ну, это не мой родной язык. Я не учил его с детства. И плюс у меня моя подруга, которая идеально разговаривает на французском, которая сидела напротив меня, моя одновременно и коллега тогда, сказала, что главное говорить. Говори с ошибками, это не важно, ты просто должен говорить. И вот это очень сильно помогло, и поэтому французский мне дался и дается гораздо проще, чем в каких-то моментах английский. Именно в плане разговорном. В плане не стеснения делать ошибки, не стеснения говорить с акцентом, потому что это тоже очень сильно на самом деле прибавляется вот нам сюда, в наши блоки, потому что, ну, как-то в русскоязычной, особенно среде, вот это вот, знаешь, уколоть себя, что ты говоришь с акцентом, с произношением, да. И когда там начинал я снимать видео на английском, и снимал на английском, сколько я всего получил именно от русскоязычных. Ты говоришь с русским акцентом. Вот это вот все. Вообще здесь, в Канаде, как и вообще в Северной Америке, да вообще в нормальной цивилизованной стране, никто не стесняется своих корней, никто не стесняется говорить с акцентом на иностранном языке, потому что на то он и иностранный язык, он не твой родной язык. Если, ну, потому что ты уже знаешь свой язык и еще знаешь еще дополнительный. Но в нашем случае мы знаем, получается, 3 языка. И поэтому, ну, говорить то, что где-то слышится акцент, это абсолютно нормальная история, и стесняться этого не нужно. Но к этому тоже нужно прийти.
У меня, кстати, с английским очень часто, особенно когда я Говоришь, активно французский использовал акцент. французский, да, я так увлекся в свое время французским, поэтому у меня на английском очень часто проскакивает именно французский акцент и французское произношение слов, как французы. То до сих Иногда пор у тебя коверкают слова, пролезает. делая ударение на ан, ин, вот это вот все. Вот, я хочу сказать, что Саша до сих пор у него такое вылезает, когда есть какие-то слова типа encourage, вдохновить или как это называется по-русски. Поскольку слово начинается с «ин», во французском это произносится как «а», и поэтому он очень часто, вроде на английском, но говорит все равно encourage, encourage. Хотя это encourage, как, ну, опять же. Ну, потому что, опять же, французский мне в данном случае дался гораздо проще, потому что не было блоков. Я просто начал его использовать, и все. Вот люди спрашивают, что мы едим. Мы едим лепешку с яйцом и сыром. Есть на канале рецепт. Есть на канале рецепт, но кратенько: яйцо на сковородку, сверху потом накрывается лепешкой, как только яйцо чуть-чуть там подготовить, переворачиваешь, потом Да, сыр. это такая более упрощенная уже версия, Да. мы как-то ее упростили с тем, что на канале нужно будет, наверное, снять еще раз. Мгм. Очень вкусно. Вкусно. Ну, просто яйцо, сыр, лепешка хрустящая. Муж, когда был во Франции, рассказал, что французы не любят, когда слышат английский язык и, с принципа, говорят на французском. Ну, неправда. Ну, хотя, мне кажется, тоже Франция рознь, и везде, во всех регионах по-разному. Мне кажется, во всех туристических каких-то местах во Франции вообще ни у кого нет никакой проблемы Мало говорить на того, каком угодно языке. Точнее, или больше. Ты даже начинаешь на французском. Я больше скажу, да, ты начинаешь на французском, они видят, что тебе сложно говорить на французском, они сами переходят на английский. Но в нашем случае очень часто бывает так, и ты говоришь как бы про себя: да я вообще на французском хочу разговаривать, пусть мне тяжело, но дайте мне на нем поговорить. Сразу скажу, мы ни разу я не знаю, сколько раз я был во Франции. Миллиард. Много. Несколько десятков раз я был во Франции. Леша тоже был, может быть, чуть меньше, но тоже несколько десятков мы были во Франции раз. Ни разу за Никакого все этого время снобизма языкового снобизма и вообще вот этого снобизма, про который многие говорят в отношении французов, мы не почувствовали. Может, просто повезло, мы встретили правильно каких-то А я думаю, людей. что на самом деле, как ты с людьми общаешься, так и они с тобой. Это всегда так работает. И если ты даже не проявил какого-то желание попробовать заговорить на стороне, просто сказать бонжур. Это на самом деле французам уже достаточно. Ты им говоришь бонжур, они расплываются и говорят: ты так хорошо говоришь на французском, они тебя засыпают комплиментами. Ой, я помню, мы были, это в Париже, по-моему. Им вообще много не надо. И это никому много не надо. Вот желание, что ты попробовал говорить, и они легко перейдут с тобой на английский язык, будут разговаривать с тобой на английском языке. А бонжур можешь сказать каждый. Да, бонжур, сильвупле, что там еще, ревуар. Эти вещи способен запомнить каждый, а это говорит о твоем, опять же, каком-то отношении к жителям той страны. Уважении к культуре, к языку. Да. Это нормально. Потому что они вообще не обязаны говорить на английском, они не обязаны уж тем более говорить на русском, на каком угодно языке, кроме своего, потому что там единственный официальный язык — это французский. Даже у нас здесь квебекуа, квебекцы, говоря на своем языке, корни у которого французский, но они его все-таки называют квебекский, не все говорят на английском. Хотя вот провинция находится в нескольких сотнях километрах, и тысячи нет. Это совсем рядом. Но есть люди, даже ты приходишь в какие-то ресторанчики, которые просто не говорят на английском. Они говорят на своем французском квебекском. Да. И это нормально. Потому что они не используют этот другой язык и не обязаны на самом деле его использовать. Марина запомнила au revoir, но произнести его нормально не могу. Да и не надо. Да. Скажи, да как это в «Друзьях» Рэйчел, когда уезжала в Au Париж, revoir! они тебя возненавидят, да. Да. Поэтому, когда вы едете в какую-то страну, мне кажется, хороший тон выучить несколько слов, с которыми вы будете начинать свой диалог. Мы когда вот ездили и в Испанию, и в Португалию, может быть, «ола» мы неправильно сначала говорили, но потом научились, Да. мы старались говорить хотя бы несколько слов на языке страны, в которую мы приехали. И это нормально.
Ой, я помню, когда ты первый раз во Францию собирался, с тогда еще нашей подругой, учили вы С тогда еще какие-то... нашей подругой. Слушай, ну как есть, так сказал, чушь. С девочкой знакомой. С девочкой знакомой. Вы учили какие-то выражения. Каких вы там только не учили. Там не все были приличные, Нет, нет. как я помню. Там были какие-то... Я не знаю, откуда я взял этот. Это был обычный какой-то Разговорник. разговорник, да, там какие-то были. Типа, я под кайфом. Я под кайфом, да, что-то такое. Помнишь, как сказать я под кайфом? Je suis de français. Дефонсе? Я под кайфом, да. Еще какие-то. И какие-то в грубой форме, типа, ну да. Я не буду сейчас это вспоминать. А видишь, что какая-то... Ну да, часто неуважительно почему-то относятся к тем, кто говорит с акцентом. А вот прикольно с акцентом. Нам очень понравилось, как Эмили Блант с акцентом говорила. Я не выспалась. У меня голова болит, я не выспалась. Ну, впрочем, никакой день не подходит для того, чтобы говорить об этом. Нет, Ума не приложу, Джейсон. Что речь нам о том, это что делать? вообще, в принципе, разговор с акцентом на любом языке почему-то, да, вот это вот А мне очень пренебрежительное понравилось. отношение, на английском ли ты говоришь с русским акцентом, на русском ли ты говоришь с акцентом, это часто может высмеиваться. На самом деле, вот здесь мы смотрим даже многие интервью звезд, которые свои корни и которые, причем в фильмах говорят, могут говорить с абсолютно таким чистым американским Мила Кунис. акцентом. Да. Но она она в принципе на английском чисто говорит. Мгм. А, например, какие-нибудь латиноамериканские звезды. Ой, это с формами. Софи Вергара, Да. она пыталась даже переделать свой Да, акцент, но а потом не просто на это получается. забила. Да, некоторые, но она не может в принципе говорить на английском, на американском без акцента. А есть звезды, которые в кино говорят без акцента, Сельма Хайек. да, может говорить без акцента, а при этом в жизни говорит со своим этническим акцентом, и это очень круто. Это говорит не о том, что ты плохо знаешь язык, это говорит о том, что ты не стесняешься своих корней. Зачем тебе говорить на чистом английском, на чистом американском? В этом даже есть какая-то своя фишка. У нас сегодня языковой... Ну, потому что задали вопрос, и получается. он такой, на самом деле, об этом можно сесть и разговаривать отдельно. Мне кажется, очень хорошая тема для какого-нибудь такого разговора. Давайте еще какой-нибудь вопрос. Хватит уже. София Вергара, да, просто супер. Да, Олечка, согласна. Как встретились Саша, когда жил в центре, приятный парень. С тобой вот Ольга. Ольга встретилась в центре. В центре чего, В центре Ольга? чего? Саша много где была. В центре Парижа. В центре Парижа, ну, жил, да, когда-то. В центре Парижа мы встречались с... Ну, правда, запланированная встреча была. С нашей подругой, она в Провансе живет. Да. Но это не она. Ну, это не она. Расскажите про последние фильмы, сериалы, которые понравились. Давайте, я даже подумал сегодня утром, что можно коснуться этой темы на стриме. Давайте мы отдельно сядем и наболтаем, потому что есть фильмы, сериалы, которые хочется, о Мы которых недавно хочется посмотрели рассказать. несколько, прям впечатлились. Очень хорошие. Хороших, добрых, с таким смыслом, и там и подумать, и поплакать, и посмеяться. Расскажем, но в отдельном видео, потому что стримы обычно они потом затухают, пропадают, а вот к видео можно возвращаться, поэтому хочется эту тему оставить для отдельного разговорного видео. Сделаем. Ольга встретила тебя в LCVO Спадайна. Вот где. Это когда я еще был велосипедом. Когда последний раз ты еще был? Сейчас LCVO ты наведаешься за журнальчиками. Да, мне нравится их журнальчик про еду. Очень красиво они все снимают, и рецепты там иногда интересные для вдохновения. Для тех, кто не знает, LCBO — это магазин, где продается алкоголь в Онтарио. Потому что, ну, сейчас в больших продуктовых магазинах тоже продается алкоголь, типа вино, пиво, какие-то сидры, какие-то легкие. А там более крепкие напитки продаются только в магазинах, у которых есть лицензия, они называются LCBO. И вот там, собственно говоря, Сашу купили, сказать так. Ну, да, было дело. В ЛСБО были мы раньше частенько, захаживали. Сейчас реже, потому что там безалкогольного особо не продают ничего. А вот преподаватель, я не знаю на самом деле, как вот зовут девушку, пони девочек катает. Танюша. Танюша. Вот Танюша говорит, как преподаватель скажу, что на постсоветском пространстве до сих пор пытаюсь искоренить русский акцент в английском и стыдить за него, что мешает ученику говорить. Заговорить. Я скажу, добавлю, что не у всех это получается не просто потому, что нет желания. Но не все могут петь, например.
Не у всех есть... Сейчас. Да, проглотить. Очень вкусно. Спасибо. На здоровье. Не все могут петь. Можно приступить к голубике, а потом можно через какое-то время и к кексу. Не у всех есть слух. И воспроизводить услышанное не все могут. Кому-то это дается, а кому-то нет. Это тоже определенный талант. Поэтому у кого-то просто нет способности воспроизводить язык без акцента. Ну, кто-то может научиться грамматике, правильно расставлять слова, формулировать предложения, составлять Ой, фразы. обожаю грамматику. Но говорить без акцента – это вообще другое. Во-первых, это способность языка, как мышцы. И тоже он у всех по-разному развит, как и все наши мышцы. И по-разному устроен. Кто-то просто настолько уже привык им артикулировать определенным образом, управлять, что переучиться очень сложно. Переучиться очень сложно. Немножко с кавказским акцентом ты сейчас сообщил. Нет, я не люблю это на самом деле. Почему-то здесь сейчас это... Не люблю пародировать тоже какие-то другие акценты. Это вообще не очень хорошая вещь. Сразу скажу. Просто получилось, звучало. Я знаю, что ты не пытался. Получилось, да. Так вот, кто-то просто не может воспроизвести звуки ровно так, как их слышит. И это абсолютно нормально. Из-за этого как-то его Из-за этого его шеймить или... Да. Ну, то есть, либо не говори вообще, потому что ты говоришь так, ну это какая-то такая глупость древняя, дремучая на самом деле. Вот в Канаде это чувствуешь как нигде в другом месте, потому что каждый второй разговаривает с акцентом. Да, абсолютно. Каждый второй разговаривает с акцентом, потому что каждый второй откуда-то туда приехал, и у всех какие-то свои акценты. И это абсолютно нормально. Угу. Поэтому... Вот, да. Поэтому не надо стесняться. Спрашивает у нас Иван, я вот видел вопрос. Был ли страх при переезде в Канаду, как вы пробудили в себе интерес к месту, в котором оказались, и к новому окружению? Вообще, на самом деле, мы такие авантюристы, можно так сказать. Мы не знали практически ничего про то место, куда мы переезжаем, и все для себя открывали такими широко открытыми глазами. Каждый день что-то новое, что-то интересное, и, слава богу, не пришлось разочароваться. Многие люди, вот у нас, например, приятели есть или были, которые переехали тоже сюда же, в Торонто, плюс-минус по нашим стопам. И вот они поступили умнее, чем мы в каком-то смысле. Они сюда приехали сначала как туристы, посмотрели, что здесь и как. Они делали какой-то такой обширный ресерч того, как здесь что работает, как правильно снимать недвижимость, как делать то, сё, пятое, десятое. И мы такие, во-первых, мы думали, что во многом, как будто мы много знали про Штаты. Во многом похоже на Штаты. Это такое было тоже заблуждение. Оно может быть внешне и похоже, но вообще абсолютно другое устройство всего. Есть отдельный подкаст здесь, и он открыт для всех. Иван, да, задал вопрос? Иван. Посмотрите, там мы рассказываем о своем пути переезда. Он был достаточно продолжительный. Мы только 4 года к этому шли. Иван. Поэтому страха там не было, там уже было большое желание, на самом деле, это осуществить, этот переезд. И мы каждый раз, когда планировали отпуск, уже тогда, когда мы планировали переехать в Канаду, мы думали, мы переедем и будем там жить, что туда в отпуск ездить, да. Что мы там увидим такого, что нас удивит? А вдруг еще и, не знаю, как-то вот... А вдруг не понравится? Нет, об этом как-то мы совсем не думали. Мы почему-то были убеждены, что нам понравится, но мы просто подумали, что что нам тратить отпуск на страну, в которой мы вообще-то жить собираемся. Уже как-то так вот решили, что мы там будем жить, потому что Канада по многим параметрам, из того, что мы знали про Канаду на тот момент, нам очень нравилась как страна, как государство, как здесь относятся к людям, опять же, относительно равноправия и всех вот этих вот вещей. Поэтому мы выбирали какие-то другие страны для путешествия. И да, такое было заблуждение. Мы почему-то думали, что Канада это будет очень похоже на Штаты. И внешне вроде как похоже. Мы когда приехали, да, мы не испытали никакого шока культурологического, так скажем, от того, что мы что-то новое увидели, из того, что не видели. Но потом мы поняли, что в Канаде совсем по-другому.
Если в Штатах, можно так сказать, там больше про деньги, Мгм. там такой устоявшийся капитализм, то здесь, наверное, больше ну, Про как общество, про про людей. общество, да, здесь больше к социализму. Ну, деньги это тоже, конечно, важны, Да. и все, но мне кажется, что про людей здесь Здесь заботятся очень, больше. очень много про людей, и да, про права людей, про равные права людей. Да, вот это, а мы в первое время мы ждали, что все здесь, ну, например, особенно от риэлторов, Мгм, мгм. не понимаю, чего они так не шевелятся, ну, как бы, Ага. при капитализме так не... Ну, Ну, в общем, здесь у нас был пробел, и мы заблуждались, да, в отношении Канады, но, опять же, когда открыли эту сторону, она нам больше казалась приятной. И мы сразу сюда переехали, как в страну, в которой мы будем создавать свой дом, жить своей семьей, и поэтому у нас достаточно быстро, у нас, наверное, и не было никакой иммигрантской ломки. Чё-то не было. Мы как-то достаточно быстро во все погрузились. Ну, многие во все быстро погружаются, там в документы и все, но как-то, видимо, головой мы быстро отбросили все, что было до этого, и переключились на все, что с нами происходит сейчас. Без каких-то сожалений, без каких-то рефлексий на тему того, а правильно ли мы сделали. Этого не было ни разу Мгм. за уже 10 лет жизни в Канаде. Единственное, ну, там было, мы тогда еще думали, что ну, мы поживем в Канаде, потом, возможно, поживем в Штатах, а потом, возможно, поживем еще где-то. Вот желание жить в Штатах напрочь отвалилось. То есть, на самом деле, я был так рад, когда желание... у меня его сильно... Ну, так мы думали, что Ну, мы может играли в быть, лотерею да. Green Card, да, тогда А потом, еще. когда мы решили, что нет, я как-то, да, мне как-то отпустило даже, как-то легче стало, что, ну, не надо будет еще какое-то такое большое дело делать. Мне нравится здесь. Мы полюбили Канаду. Да. Мы полюбили здесь жить, мы полюбили... Мадейра это для Оля вот какого-то спрашивает, уже... да, Мадейра это такого- уже когда мы на для какого-то пенсию выйдем. будущего. И потом у нас уже для Мадейры есть конкуренция серьезная. Канары. Мгм. Мы не ожидали, но вполне серьезная конкуренция. Тут даже не в красоте природы дело, а в том, как все там устроено. Наверное, вот мы подумаем еще. Мадейра или Канара, а может быть, потом еще какой-то остров, может быть, какие-нибудь Азоры для себя еще откроем, и, может быть, их будем рассматривать. Потому что Канары нам тоже очень понравились, и в плане жизни дальнейшей нам тоже Канары понравились. Но это не потому, что нам не нравится в Канаде. А единственное, что нам не нравится в Канаде, это климат. климат. Очень холодно зимой. И как-то в последнее время и летом очень жарко стало, и как-то совсем это получается на какое-то там на преодоление. Мгм. Потому что раньше жизнь в Канаде, безусловно, ну еще в первые годы жизни здесь, мы любили с апреля, с марта, наверное, даже по октябрь точно. Мгм, мгм. Ну, а потом была какая-то такая продолжительная зима, серость и все остальное. Но кстати, были теплые зимы. Когда мы приехали, было несколько теплых зим. Особенно первая нас просто покорила. А потом что-то как-то зима холоднее, лето жарче, и вот это все. Поэтому, да, мы рассматриваем другие варианты с точки зрения, может быть, более какого-то комфортного климата, но не на ближайшие годы точно. Мгм. Мы любим Канаду, мы любим все, что здесь происходит. А особенно сейчас, в этом безумном мире, мы очень рады, что мы находимся именно в Канаде. Вот расскажите, пожалуйста, про ваше самое первое совместное путешествие, когда оно было и как давно, какие воспоминания сохранились. Тоже тема для отдельного выпуска. Это был 2004 год. Мы Мгм. ездили в Египет. Но это было не Самая первая, для меня вообще самая первая поездка была зарубежная, тогда я для не меня это. вторая такая полноценная, потому что первая была в Корею на практику, но это было, опять же, не для отдыха, когда я в университете учился, а на отдых, да, мы впервые вместе поехали, Да. и это был Египет. Да. Море красивое, Море красивое, люди ушлые. люди Мы, ушлые. по крайней мере, Плюс- столкнулись с такими, и опыт не всегда положительный. Плюс мы еще, это был, мы только 1,5 года жили вместе, и мы рассказывали, как... Все, не рассказывай. Что, мы оставим Это это как для отдельного стрима, ты же хотела, для отдельного этого. для отдельного стрима. Ну, давайте тизер заброшу. У нас только 1,5 года совместной жизни было. Смотрите, какая голубика большая.
Давай сюда. Я у тебя, видишь, таскаю огромные клубники, потому что у меня такая помельче. Почему? Я всем одинаково. У меня побольше, но помельче. А нет, вот еще тоже какая-то конская. Комская голубик, смотрите, вот у меня еще одна большая. На. Как арбуз прям. Голубичный арбуз. Ну, в общем, не очень удачная поездочка у нас была. И в плане того, что... Ну, и в плане самого Египта, культурных каких-то особенностей. Мира прослушал 2004 год. И в плане нашей совместной поездки, это была первая наша совместная поездка, мы были... Ну, опять, мы продолжали притираться еще. И в этой поездке мы тоже притирались, и какие-то у нас были такие там терочки. Но в целом вспоминаем какие-то вещи со смехом. Например, как мы поднимались на гору Моисея. Как ты с нее потом спускался. Я помню, у тебя после этого коленки меня не гнулись. Коленки не гнулись, потом 2 дня после горы, на следующий день был музей в Каире, и я помню, как я по лестнице бочком спускался, я буквально не мог шевелить ногами. Потом был какой-то еще веселый момент. Мы там впервые попробовали манго, и манго нам дико не понравилось, потому что мы попробовали какое-то еще зеленое мыльное. Я говорю, как вообще это можно любить? Это мыло какое-то, оно еще было какое-то все волокнистое. В общем, нам не досталось не очень удачная манго, при том, что сейчас мы обожаем манго. Вот. А тогда да. Ну, очень много таких забавных. Мне кажется, нам нужно сделать серию видео в подкасте или просто каких-то там болталок, или как-то совместить, где мы расскажем про годы своей жизни. Мне кажется, мы уже в том возрасте, когда можно делиться воспоминаниями. Как перестать жадничать на путешествии? Всегда кажется, что можно накопить на что-то другое. Вот очень хороший вопрос, мы недавно совсем об этом говорили. По поводу накопить. Я вам расскажу такую историю. На все не накопишь. На все не накопишь. Сейчас У тебя есть какая-то своя история на эту тему? На тему накопить? Да. Гриш не хочет. Гриша просился зайти внутрь, но что-то придумал. Давайте я расскажу свою, Нет, а потом у меня Леша нет, расскажет я что-то свою. никогда ни Моя на что не история копил. связана с тем, что когда в 98 году я весной еще учился в университете, и я фотографировал, зарабатывал этим деньги, и университет предложил мне поучаствовать в работе над буклетом. Я должен, ну, то есть как фотографу снять полностью буклет университетский, очень красивый он получился. Нет, там большая работа была проведена, и тогда я заработал первую свою $1000 в 98 году. Я не просто так упоминаю год, это была весна. В 98 году я заработал свою первую $1000, и это было достаточно много. Рубль тогда стоил 5 рублей за доллар, по-моему, доллар стоил тогда. И я мечтал на эту 1000 купить себе... Осветителя. Нет, камеру, Nikon. У меня, я фотографировал тогда еще на Зенит, а я мечтал себе купить такую хорошую камеру Nikon со вспышкой, со всеми, ну там отдельной вспышкой крутой, со всеми делами, и у меня на все это хватало денег. Потом началось лето, и я уехал в лагерь вожатым. И когда, ну то есть я копил, я подкопил еще что-то к этому, там у меня были какие-то накопления, я копил на эту камеру. И вот когда я получил деньги, я думаю, ну еще подкоплю и куплю камеру получше. Чуть-чуть, еще и на вспышку останется. Вот мне нужно чуть-чуть еще подкопить. И я уехал работать вожатым в июне месяце. А в августе мы тогда еще курили, пошли за сигаретами и не поняли, что происходит. Мы были оторваны там от мира и не поняли, что происходит. Почему сигареты вдруг подорожали чуть ли не в 5 раз. Внезапно. Случился дефолт. И моя $1000, ну, превратилась не в тыкву, но... В 2 тыквы. А у меня в рублях. То есть я собирался, я оценивал это, у меня деньги уже были в рублях, да. Нужно отметить, там не 1000. Если бы 1000 у меня была, я бы, знаешь, сколько камер себе мог позволить еще там. У меня в рублях были деньги, и я хотел поднакопить, да. И в результате, да, мои рубли превратились в тыкву тогда, я смог позволить себе только вспышку. Я не смог позволить себе хорошую камеру, я продолжил снимать на Зенит. Еще несколько лет потом копил, но потом я понял, что вот эта вот история про накопить, ты не знаешь, что произойдет завтра. И если у тебя уже сейчас есть возможность этим воспользоваться, вложиться в свои впечатления, вложиться в свои мечты, нужно делать это сегодня, а не откладывать это даже на завтра, потому что завтра может случиться, что
твои мечты по банальной причине какой-нибудь превратятся просто в тыкву. И Мгм. ты не сможешь себе купить хорошую камеру, сможешь купить только вспышку, на которую ты изначально хотел накопить дополнительно к камере. Вот такая вот история, и с тех пор я это очень часто вспоминаю, когда мы говорим про накопить. Ну, одно дело накопить там ну, когда у тебя просто нет денег, и ты там добавляешь что-то. Ну, тоже для этого сейчас там есть, например, когда в 2009 году мы покупали свою квартиру первую, Мгм. многие говорили, ну, зачем ввязываться сейчас в ипотеку, вы сейчас это Кризис, все кризис, дела. все Ой, дела. там мы как-то Да, у встречались нас с были друзьями, деньги столько нам как раз на down наговорили. payment, да, и находились советчики. И вот мы ни разу не пожалели, что мы в результате сделали так, как мы сделали. Опять же, вспомнив, что копить, ты не знаешь, что будет завтра с твоими деньгами. Куда, где ты их там будешь копить? Что там случится с этими банками? Проходили уже, знаем. А потом Вот. еще иногда мы думаем, что очень часто мы как-то, знаешь, тут сэкономить, куда-то что-то отложить, что-то это, а в результате лишаешь себя там и путешествий, или еще чего-то. Мне кажется, если есть возможность куда-нибудь съездить, ну, опять, не залезть в долги, чтобы куда-то поехать, а, например, есть деньги, ты думаешь, что вот я с этими деньгами отложу на черный день или поеду в путешествие в какое-нибудь. Но мне кажется, что мы в каких-то моментах обсуждениях склоняемся к решению о том, что иногда можно и себя чем-нибудь порадовать. Не, иногда нужно себя всегда Ну да. радовать. Если на это есть какие-то деньги, если есть какие-то... Ну, понятное дело, что, опять же, мы не сторонники, мы всегда как-то так говорили о том, что жизнь нужно, ну, что называется, Жить сейчас, да. посредством. Ну, это да, это Да. в том числе. Не влезая в долги. Но если у тебя уже есть возможность себя порадовать каким-то, это нужно делать, потому что путешествие — это незаменимые ничем впечатления. Ты открываешь, ты не просто едешь отдохнуть где-то там, ну, кому-то, кстати, это помогает, пожариться там на солнце, полежать Мгм. у океана или там где-нибудь еще. Каждый набирается в путешествиях каких-то своих впечатлений. Для нас это какие-то какой-то такой клад эмоций, которые мы там получаем, вдохновение, развитие в том числе, потому что ты узнаешь что-то новое, ты Мгм. открываешь для себя, ты как-то по-другому к миру начинаешь относиться. И люди, которые путешествуют, они, конечно, в этом плане больше открыты к каким-то вещам, в понимании там, мира разным, да, то, о чем я часто говорю. На путешествиях, мне кажется, экономить точно нельзя. Ну и если есть сейчас на что потратить, то есть если есть эти деньги сейчас, чтобы отправиться в это путешествие, нужно в него отправляться. Не оставлять это на черный день, потому что ты не знаешь, что произойдет с тобой завтра, ты не знаешь, что произойдет с твоими деньгами завтра. Жить нужно сейчас, думая о завтрашнем дне, безусловно. И мы думаем о завтрашнем дне. Здесь начали. Но если у тебя есть вот сегодня есть эта возможность потратить эти деньги, отправиться в это путешествие, нужно это делать. Потому что это важно. Особенно если это хочется. Если не хочется, если просто потому, что все ездят и мне надо, это другое. А если Мгм. хочется, то исполнять свои мечты нужно. Нужно не жалеть на свои мечты. Да. Вот спрашивает у тебя Ольга, как тебе твоя камера Pocket 3? Но поздно вечером, говорит, не снимаю, все нравится, но поздно вечером уже не снимешь без фонаря. Вот, кстати, Ольга, мы тут недавно смотрели, высматривали, вышла новая Pocket 4. Pocket 4 4P. 4 У меня сейчас обе, у обеих хорошие, вышли новые лучше, сенсоры, ага. которые в темное время недостатке суток освещения, лучше да. снимают. Лучше снимают. Но И у нас пока нет. пока нет. Да, я очень думаю об этом. То есть я с тех пор, как мы купили квартиру в Торонто за 2 недели, рассказывали об этом тоже, которые потом, наверное, считали своей... Нет, все произошло ровно как надо, и в результате показалось, что это не было ошибкой, но тогда казалось, что это самая большая ошибка в жизни, с которой мы поторопились. Вот с тех пор у меня такое 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. В А потом плане еще раз каких-то отмерь. покупок. Да. Правильно ли отрезал? Поэтому я все изучаю, я смотрю. Мне очень нравится камера i4 и 4P. Марина! У-ху! Давай за тебя сейчас я найду самую большую прям голубичину. Голубичину. А лучше 3, вот. А лучше 5. Марина 5 подписок У тебя не подает. поместится. У меня все поместится. Не переживай. Давай ты 3, а 2, и получится 5. Нет, я 5 съем. У меня не поместится. Мариночка, 5 голубичин дзынь за тебя. Я хотел сказать еще, пока ты далеко от этой темы не ушел, по поводу путешествий, по поводу эмоций, по поводу того, чего я до сих пор в хорошем смысле виню
благодарю, наверное, правильно сказать, твои путешествия в то время как в командировке, но и то, как ты потом вдохновился и хотел научиться там попробовать что-нибудь приготовить, то, чего ты где-то попробовал. Вот не забуду никогда, в каком году уже не помню, когда Саша ездил в Одессу, и ты там пробовал... 2004. В 2004 году ты там пробовал какие-то волшебные совершенно грибы, начиненные... Волшебные грибы звучит странно. Это были шампиньоны. Шампиньоны, волшебные, в смысле, по вкусу. Начиненные крабом, по-моему, или еще чем-то таким. И ты приехал домой, такой вдохновленный, такой, хочу, я говорю, такие вещи попробовал, там, хочу тебе попробовать приготовить. И в каком-то смысле, благодаря всему этому, тоже родился и Cooking Time. Я тогда начал... у меня были эксперименты в детстве с готовкой. Всякие разные. Там какие-то муссы я делал, там из календарей этих вырывал. В календарях. Какие-то леденцы. Ну, календарь этот отрывной, там иногда были рецепты. Я так до сих пор помню, там был ягодный мусс, такой вкусный получился тогда. Потом какие-то леденцы делали, еще что-то, какие-то там супы я пытался варить. Потом у меня отбило желание как-то готовить напрочь. И я единственное, что вкусно готовил, это супчики из пачки, когда нам нужно было с институтскими похмеляться на утро. И яичница. У меня была очень вкусная яичница всегда. С картошкой как-то делал. Там вот это все яичница всегда. Ну, тогда еще, правда, у меня там глютамат был в ходу. Неудивительно, что она была прям самая вкусная яичница. А потом как-то, когда вот я переехал в Москву, Леша готовил больше. И у меня как-то не было особо желания проявлять себя. И вот после поездки в Украину, тогда у меня был такой вояж по городам. Это была Одесса, это был Донецк, Днепропетровск и Киев. И в Одессе я провел больше всего времени. Завидую. 2 недели в Одессе я жил, и я влюбился в этот город, и вот там была улица, на которой были вот эти вот кафе, террасы. Это не так было еще как-то вот так расслаблено, такого не было еще в Москве, а в Одессе это все было как-то так прекрасно, и это было так... О, Ирина. Сейчас будем за Ирину явно есть. И вот там вот, да, я привез оттуда этот рецепт, это вдохновение. Налей, пожалуйста, сделай шампиньоны с чем-то там, крабом или с чем они были, и попробовал это сделать дома. И с тех пор как-то из путешествий я какие-то такие вещи привозил, а потом после того, как я стал ездить уже во Францию, тоже в командировке, там, конечно, уже вдохновение просто как бы зашкаливало, поперло, да, и поэтому в конце концов появился и Cooking Time. Но да, первые такие, наверное, вдохновляющие вещи, они вот там вот возникли, да, во время моего тура по Украине, в Одессе. А еще был вопрос, связанный тоже с кулинарным, с твоим этим, что кто-то спрашивал, а правда ли, что ты учился в институте Поля Бакюза, что тебя к этому сподвигло? И сейчас я даже пролистаю на этот вопрос. У меня где-то я его здесь видел. Подожди, а мы за Ирину, давай-ка за Ирину. Давай за Ирину. Ну давай, перемотай на Ирину, я хочу посмотреть, сколько нам нужно ягод за Ирину съесть. Нам за Ирину нужно все 11. ягоды съесть. 12. Округляем до 12. Давай 6 не ты влезет. и 6 я. Давай. Ирина. Как интересно, ты придумал. А вот, мне кажется, хорошая штука. Вот. 12 волшебных ягод, волшебные блюберичных, как волшебные грибы, только ягода. Дзынь. Да, У дзынь. меня не получится. Ириночка, спасибо большое за поддержку, за донат. Ирина вообще всегда поддерживает. И прям вот благодарна. Спасибо большое. Вот Яна спрашивал. Саша, мне кажется, вы когда-то говорили, что учились в институте Поля Бакюза. Расскажите, пожалуйста, по учебу там, что сподвигло пойти туда? Сразу скажу, что на кулинарном канале есть целый плейлист с моей учебой в институте Поля Бакюза, где я рассказываю про дни. Надо пересмотреть, кстати. Про дни, где мы что готовили, кто там нас учил, какие там были штуки. Интересный плейлист. Там небольшие коротенькие видео. Посмотрите, введите Cooking Time Поля Бакюз и увидите этот плейлист, и там есть какие-то и про Леон немножечко. Да, я учился в институте Поля Бакюза. Это не было какое-то профессиональное обучение, это были долгосрочные курсы, и это был подарочек от Леши в день рождения в 2013 году. Я даже не думал ни о каких курсах на самом деле, но это было настолько мощной, как оказалось, базой для всего, которую я до сих пор использую. И это, наверное, это было волшебное какое-то время. Я помню вот это вот
Там есть это все видео коротенькими какими-то кусочками, но мне кажется, можно прям отдельно еще сесть и рассказать. Она жить воспоминания, уже на самом деле пора. Уже пожить. Да, уже можно пожить. Так вот, Вот Anna member for 1 month. Там что, годовщина, месячина. Как это? а почему пишет Оля «Привет, Игорь Синяк»? Не знаю. Пишет. Олечка, нужны уточнения. Почему? Привет Игорю Синяку. Привет, конечно, Игорю Синяку. Привет, конечно, Игорю Синяку, и Сергею тоже привет. Кстати, Всем привет. Так вот, подожди, я не Ой, рассказал. подожди, дополнительно, что ты говорил, что, Отвлекся. кстати, Саша в Институте Полюбакюза к языкам, я связываю, видишь, зацикливаю. Мгм. Обучение было на французском языке Ага. полностью, и тоже было, мне кажется, такой челлендж. Мгм. Я говорил на французском, но учиться на французском, это, конечно, совсем другая история, причем учиться чему-то новому, поэтому многие вещи, которые я узнавал там, я не знал ни на русском, ни на английском. Я их знал, как использовать на французском, поэтому многие вещи, как многие виды какой-то там, какого-то теста, еще что-то, какой-то техники, я знаю на французском языке изначально и их использую, потому что я именно так их и узнал. Потому что для меня они вот так вот, они называются на французском. Так вот, это было потрясающее время. Мы сняли квартиру в Лионе тогда. В старом Лешечка, городе, да, прекрасно. пожил со мной буквально там 2-3 дня, а потом я остался на несколько недель. Была машинка Smart, маленькая, Да. такая Маленькая маленькая, такая. но очень удобная для Типичная. парковки, которую я помню, как я парковался каждый раз. Я жил в старом городе, припарковаться, ну, сами понимаете, сложно во Франции, в старом городе. И я постоянно такой впихивался. Но смарт удобен тем, что его можно поставить не только вдоль бордюра, но и поперек. Да. Я поэтому влазил даже в какие-то маленькие там места. У меня был такой прекрасный смартец, на котором я ездил в институт каждый раз к 8 утра. И в 8 утра там ты приезжаешь, мы переодевались полностью, там все, колпаки, китель, всё колпак, такое. да, там вот эти вот сабо или сабо, что там это вот обувь. В общем, да, и начиналась учеба, которая длилась с утра до вечера, мы полностью все там готовили, потом убирали, чистили кухни. Это была работа на абсолютно таких профессиональных кухнях. Да, и очень круто. Я тогда вернулся такой вдохновленный этим. Мы там работали на KitchenAid, у меня не было тогда хорошего миксера. И вот почему я так люблю технику KitchenAid и сам бренд KitchenAid. Почему-то там все Игорь Синяк. Я не совсем Я не понимаю. вижу. Нужно какое-то объяснение. Если вы мне про Игоря Синяка, так я его не знаю. Так. Окей. Нужно пояснение, почему Оля написала Игорь Синяк, и жду какое-то пояснение от Оли. Хорошо. Может, кто-то из нас похож вдруг оказался. Так вот, я вернулся такой вдохновленный оттуда и с мечтой иметь KitchenAid, миксер. Мгм. И я такой смелый был. У меня было еще не так много подписчиков на канале Cooking Time. Было, по-моему, там пару тысяч, что ли. Мгм. И я приехал, и я написал в представительство KitchenAid, что хочу с вами сотрудничать. Тогда еще немного было фудблогеров. Я был один из первых, кто вообще был в Ютубе. Многие тогда даже, кто сейчас уже там имеет миллионы, но тогда Тогда их их не тогда их было. еще не было. Они тогда не родились. Не родились. По крайней мере, как YouTube-каналы, да. Было очень немного YouTube-каналов. И вот в 2013 году я написал не YouTube-каналов, а в русскоязычном YouTube было немного YouTube-каналов с готовкой. И я написал в KitchenAid, и помнишь вот этот вот день, когда я вернулся на машине, забитой Забил. коробками, Да. и я Леше присылаю фотографию, я приехал домой, расставил все эти коробки, затащив их в дом, у меня там был миксер, процессор, блендер, которым я до сих пор пользуюсь, беспроводной вот этот вот дрына красная. Много, я не помню, у меня, наверное, сохранилась где-то эта фотка. KitchenAid согласились со мной сотрудничать, они задарили меня техникой, просто чтобы она была в кадре. Да, там даже не надо было делать никаких Нет, они не упоминаний, просили еще никаких чего-то. упоминаний, просто product placement, да, мы будем рады, что вы будете готовить на нашей технике. И с тех пор я с такой искренней любовью отношусь к бренду KitchenAid, абсолютно бескорыстно сейчас их рекламируя, покупая за свои деньги здесь, потому что это был такой, с их стороны очень классный шаг,
поддержать абсолютно начинающегося тогда ютубера. И потом, это были не все коробки, которые у меня, потом они еще, каждая появляющаяся новинка появлялась на моей кухне раньше, чем в магазинах, то есть они дарили мне эти коробки, блендеры, там скороварка, что там еще было, KitchenAid, а потом они... Мороженица. А потом все завершилось большим уже профессиональным вот этим вот красивым красным лаковым миксером, который, к сожалению, пришлось продать, потому что переезжая. Но переехав сюда, мы купили почти такой же. Это была цель. Продать, купить здесь. Да? Только с перламутровыми функциями. Такого красивого здесь не было. Оля написал, что сообщение пришло от Юрия Михайлов о том, что Игорь Синяк передает вам привет. Ну, Юрий Михайлов... Юрий Михайлов, Игорю тоже большой привет. Да, тоже большой привет. И пузырики. Дзынь! Что я еще видел? Надя помнит, что ты ездил куда-то, чтобы купить мандолину специальной фирмы. Мандолину ты где-то покупал? Да, у меня там была гонка. Я не так часто ей пользуюсь, этой страшной острой мандолиной, но мне тогда хотелось купить вот эту вот овощерезку профессиональную. Да. Я там изъездил в Лион, чтобы ее купить, она была безумно дорогая. Сейчас, конечно, вообще просто заоблачные цены стоят. Ну, KitchenAid, надо сказать, что в Европе всегда был как-то более такой люксовой маркой. Здесь, мне кажется, он такой более... Здесь простая эта марка, которая буквально такая... Материалы здесь другие используют, попроще. более попроще, потому что там прям люкс, ты такой... Каждый даже лопасти для перемешивания такие были стальные, тяжелые, такие чувствуешь, что их там... Они переживут и тебя, и твоих внуков, и всех на свете. Да. Здесь такие все легкие... технологичные материалы, которые проживут, люди научились делать. Слушай, у меня уже 10 лет KitchenAid. Гриша просто пущу. Блендер, правда, пришлось заменить через 5 лет, который стаканный. Да. А вот миксер у меня уже тоже здесь 10 лет. Неубиваемый. Он прекрасно служит. Маленький миксер, я очень доволен. У нас много техники KitchenAid, которым, в принципе, довольно. Слушай, и чайник, и процессор нам очень нравится, который тоже уже 5 лет. В общем, искренне, это абсолютно никакая не проплаченная реклама, это моя искренняя любовь к бренду за такие теплые воспоминания о том времени, когда этот бренд меня очень сильно поддержал. Потому что тогда это было безумно тоже дорого иметь этот миксер KitchenAid, а там у меня оказался не просто миксер, они сами сказали, я говорю, я хочу миксер. Он будет появляться в моих видео. Они сказали, а давайте мы дадим вам еще вот это, вот это, вот это и вот это. А потом еще будем новинки вам присылать тоже. И это было очень круто. А я видел еще где-то давно еще вопрос был в чате. Что-то подумал, что тоже было интересно. Спрашивали кто-то, есть ли у тебя планы делать коллабы или какие-то совместные видео с какими-то другими YouTube каналами? Да. Наконец-то есть. Расскажешь секрет? Что планируется? Давайте так, друзья. Если вы каким-то образом знакомы с какими-то... у меня есть хорошая база, которая... так получилось, что у меня никогда не было никаких таких больших коллабораций. Хотя одно время планировались, как-то там сдулось все, что-то там произошло, случилось... У меня есть большая база, это почти миллион, 930 тысяч на одном канале, 70 тысяч, уже больше 70 тысяч здесь. Это достаточно хорошая база, чтобы предложить каким-то другим ютуберам сотрудничество. Я работаю в этом направлении уже с какими-то ребятами, мы обсуждаем какие-то вещи. Если у вас есть развивающийся канал, не обязательно... 900, или развитой, почему нет? Или развитой, или развивающийся. Я к тому, что это не обязательно должен быть канал с огромным количеством зрителей. Да. Но если он, по крайней мере, как-то набирает обороты, предлагайте, если вы знаете этих блогеров, предлагайте. Здесь им будут рады. Я, в свою очередь, тоже стараюсь это делать, предлагать какое-то сотрудничество, какие-то коллаборации. Сейчас над этим работаю, и особенно на этом канале это хочется сделать. И на Cooking Time это тоже хочется сделать. А кроме того, я хочу сказать, что даже если вы можете... сейчас очень много YouTube предлагает инструментов для того, чтобы делать какие-то кросс-вещи с другими каналами. Если вы снимаете хорошее видео, в котором вы рассказываете, что вы готовите по моему рецепту, если вы... то есть это нужно прям рассказать, что
Если вы говорите о моем канале, то это может вполне сработать как коллаборация, и на какое-то время вы отмечаете меня как канал с коллаборацией, я на какое-то время могу на это тоже подписаться, и этот канал может держаться в коллаборациях совместных. И для вас хорошо, ну и мне тоже какая-то новая аудитория. Можно это заранее обсудить. Плюс ко всему есть такая штука в комьюнити, и на канале на этом, и на другом канале вы можете постить какие-то свои вещи, которые касаются, конечно, канала либо «Все в сад», либо Cooking Time, если что-то готовите. Ну, например, вот Ирина так делает и тем самым обращает внимание и на свой канал тоже. Готовя по моим рецептам, готовя на мастер-классах, она постит какие-то фотки, привлекает внимание не только к каналу Cooking Time, но и к своему каналу тоже. Правильно Такой делает хороший Ирина. инструмент и правильно делает, и я всем рекомендую так делать. Вот. Ну и если вы знаете кого-то, кто готов тоже к каким-то коллаборациям, предлагайте. Предлагайте нам, предлагайте тем, кого знаете. Пишите там. С вами хотят коллаборировать. Вот. Ну, где вы купили такие красивые бокалы? На гаражной распродаже. Это была первая покупка, когда мы уже жили в доме, и мы купили вот эти 4 бокала на гаражной распродаже, по-моему, за пару $. Да. Да. Был стрим у нас, я как сейчас помню, посвященный переезду в дом. И мы уже отмечали, по-моему, этот стрим с этими бокалами, рассказывали. Мы Очень там купили их еще любим. подсвечники, да. А что там, что Марина пишет забавно? Марине достаточно много количества вещей забавны, но то, что она пишет, я не знаю, не видел, где написала. Вон, забавно. Она отвечала Насте Фейгман. Настя, обычные люди женились, 3500 фанатов и папарацци. Было очень смешно, Настя. Это Настя рассказывает, наверное, на Мадейре что-то такое Наверное, было. да. Мы не все успеваем, к сожалению, читать. Если вдруг вам что-то хочется, чтобы мы обязательно увидели, ну как-то подкрепите каким-то... Настя на Мадейре же, да, я помню. Да, Настя на Мадейре. Вот. Что еще брали ли котятин мы своими малышами? Совсем малышами брали. В 2001 году. Да, есть на канале видео, как мы рассказываем, как мы их брали. Такие маленькие. Полтора такие месяца было. Свадьба Роналда, вот что. Знакомы ли мы с Синяком и Сергеем лично? Нет, не знакомы. Не знакомы. Потрясающие красоты, чашки и блюдца, которые вам кто-то из подписчиков дарил, помнят НАТО. Какие? Пытаюсь найти такие же тут, но, увы. Вот не знаю. Какие чашки и Какие? блюдца? Потрясающей красоты. Вот те вот, помню, прозрачные были такие. Элина. Элина дарила. Элина, да, да. прекраснейшие. Турецкие, да? Да. Угу. Такие Да. золотые с голубым, такие красивые. Угу. Да. Угу. Помним такие чашки. Ну, давайте подкиньте еще какую-нибудь тему для разговора. И, наверное, мы будем двигаться к завершению. Мы уже больше часа сидим здесь. Нет, бокалы не из Икеи. Нет, я, по-моему, кто-то покупал оригинальные где-то. Тут есть магазины такие. Home Sense. Home Sense. По-моему, они оттуда Там, шли. по-моему, А вот даже где какая-то была какая-то, да. В Икее в Home Sense не продают. Вот Валерия Браун пишет, дублирует вопрос. Да, я видел вопрос. Были ли у вас периоды, когда кардинально меняли вектор карьеры или начинали все с нуля? Были ли страшно? Какой можете дать совет? Я нет. Я с нуля начинал при переезде в Канаду, но используя всю ту базу и весь тот опыт, который я накопил за годы работы в своей какой-то области, там еще откуда мы уехали, Саша, да. Саша же был. Да. Ну, скажи ты. У меня был опыт, во-первых, переезда из Хабаровска в Москву, когда я в Хабаровске работал на телевидении, на радио. Уже несколько лет у меня была достаточно неплохая там карьера. Плюс я работал фотографом, но это уже тогда, на тот момент, было как дополнительно к работе на телевидении и на радио. Я работал на радио. Извините, пузырики в нос. Уже не в нос. Пузырики. Я работал на радио ведущим прямых эфиров каждый день по 4 часа в эфире. И диджейл, и на телевидении у меня были утренние эфиры раз в неделю. Все очень хорошо шло, и шло бы еще лучше. Но тогда случились в моей жизни очень важные перемены, изменения. Да, я в Москве встретил Лешечку и, приехав туда в отпуск, в Москве и остался. Не стал даже возвращаться
увольняться с работы. Так, по телефону сказал, я завтра не работаю. Я остаюсь здесь. Вот так это происходило. Мне настолько было все равно, что там трудовое законодательство, не трудовое законодательство. Каким-то образом, да, это все решалось тогда так. Ну, в начале 2000-х так можно было. И переехав в Москву, конечно, ну, пришлось начинать все с нуля. Сначала мы даже сделали мне демо, записи для того, чтобы разнести их на разные радиостанции, отправить, но никому я оказался не нужен тогда как радиоведущий. Вот Но это было... это биглос для них. Но это было... Нет, все сложилось так, как сложилось, потому что если бы сложилось по-другому, жизнь моя бы там... Я многих людей бы в своей жизни не повстречал. Да. Ну, опять же, мы не знали, куда отправлять, и я уверен, что эти мои демки на дисках отправлены, они даже ни до кого особо не доходили. Потом был друг у нас, который каким-то образом пытался сделать какую-то телепрограмму про кофе. Про кофе. И сказал, что хотел бы меня видеть ведущим, но для этого мне нужно про кофе немного узнать. Под этим соусом ты даже в кофемании поработал. И под этим соусом, чтобы недельку. узнать все, не недельку, 3 недели я там работал. Я пришел устраиваться в кофеманию официантом, ну, с перспективой стать бариста. Я помню, как я пришел туда, и когда я там резюме свое там озвучил, я не помню, было оно у меня распечатано или нет, мне сказали, ну, вы, по-моему, переквалифицированы для этой работы, уверены, что хотите работать здесь? Да, мне очень интересно узнать что-то новое. Куда ты лезешь? Вот. Я работал, да, в кофемании. Это тоже такие были прикольные время, но, во-первых, очень тяжелая оказалась работа. Я понял, что сидеть на радио и работать в эфире, там больше работа все-таки головой, а здесь такой физический труд, когда ты бегаешь с этим подносом туда-сюда. Но зато приходил Лешечка. Да, и мы писали друг другу записочки, я подходил там к его столу, там что-нибудь там забирать, да, на салфетках. Я потом уходил, что-нибудь писал ответ. Эти салфетки еще сохранились. Мне кажется, кстати, тоже можно сделать отдельное видео, зачитать эти салфеточки. Наверное, не все. Не все. А что там? Что там было что-то интимное? Да. Ну, посмотрим, да. Вот. Ну, мы будем пропускать совсем интимное. Хорошо. Зачитаем только не очень интимное. В общем, я в какой-то момент, там, через недели 3 свалился с дикой простудой. Меня, видимо, там продуло очень сильно. И больше я в кофеманию не вернулся, потому что в тот момент подвернулась другая история. В одном из фитнес-центров нужен был парикмахер. Я тогда уже был, это было уже 3 месяца жизни в Москве, я был в отчаянии, что я не могу найти работу, мне нужно было как-то зарабатывать деньги. Проект с телевидением еще так и не взлетал? Проект с телевидением, да, не взлетел. В общем, в кофемании я поработал просто, получается, так, для опыта. У меня до сих пор лежит зарплата из кофемании не распечатанная в конвертике. Конвертике, Показываю это же в каком-то влоге. Вот, 111 рублей. Но да. это было как раз, я устроился, я отработал несколько часов, а потом начался уже другой отчетный период, и за эти несколько часов мне выплатили тогда эти деньги. Так вот, в общем, да, я поработал парикмахером 2 недели, ну а потом устроился в Ланком визажистом и проработал там, получается, 2,5 года, прежде чем перейти тренинг-менеджером в компанию «Буржуа». В общем, так началась моя главным визажистом и тренинг-менеджером. Да. Не надо, вот, пожалуйста, умалять свои заслуги. Да. И вот тогда как раз я стал ездить во все... Нет, с Ланком я тоже... Вот с Ланком у меня была единственная командировка в Украину, и я проездил там вот несколько городов. А с «Буржуа» уже там были командировки регулярные, там и в Киев, и в Ригу я ездил, и в Таллин, и в Вильнюс, и в Баку, и в Ереване я был, в Тбилиси не был, и в Казахстане был, в Алмате, и в Ташкенте был, в общем, много-много, ну и по многим городам тоже проездил внутри страны. Вот, это тогда была такая, да, смена, ну когда потом, я все бросил. А потом... И «Буржуа» ты опять кардинально поменял? Да, собственно, то, что вы сейчас видите, это было очередной тогда переменой. В 2011 году я немножечко подустал от всего вот этого офисного, и мы тогда с Лешей сидели, я говорю: Леша, если я сейчас все это брошу и попробую начать все с нуля? YouTube, вот эта вся влогерская история. И мы обсудили. У меня тогда была еще хорошая поддержка в виде фотостоков. Я тогда еще работал на стоках, и тогда был какой-то доход с фотографий. Он сейчас есть, но уже такой сейчас символический. Так добавляются старые фотографии, еще продаются. Да, и вот тогда я тоже в 2011 году я ушел из офиса фактически в никуда. А в Алмате ты был? Да.
Вот спрашивает Да, Кира. несколько раз был, да. Вот. Несколько Был. раз был, да. Вот. И тогда я ушел из офиса. Да. Мне потом предлагали еще в нескольких косметических компаниях перейти тренинг-менеджером. Я уже решил в офис не возвращаться. Достаточно большое количество раз ты с нуля начинал. Ну, 2. Нет, таких нет. вот 2 раза. Ну, каждый раз, все вот эти истории, ты с нуля начинал работу на радио и телевидении, ты с нуля начинал работу в кофемании, ты с нуля начинал работу в этом... Ну, это если считать, что я учился на архитектора, а потом решил, архитектором я не буду, и начал работать на радио и телевидении, да. Мне кажется, Вот это тоже, ну, с нуля. Ну, у меня, да, тогда, наверное, вот то, чем я занимаюсь сейчас, это наиболее продолжительное время в моей жизни, когда я чем-то упорно занимаюсь долго и пытаюсь это развивать, ну, потому что это мое. Это уже мое детище, в которое я вкладываюсь эмоционально, силами, временем, деньгами, новые камеры. Вот, все вот эти вещи. Мне кажется, это у меня все достаточно скучно Нет. идет в одном направлении буквально с 2001 года я работаю, ну, с разных сторон вижу плюс-минус одно и то же направление. У тебя очень хорошее, стабильное направление, которое позволяет в том числе и, знаешь, вот этим всем творческим вещам. Ну, не может быть, чтобы в паре всех двух людей вот так вот творчески Ну да. все время шатало. Поэтому... Но сейчас, да, каждый из нас занимается своим делом. У Леши своя работа, которую он любит, у меня своя работа, которую я тоже очень люблю, которой занимаюсь. И вот, ну, иногда мы вот так вот пересекаемся в работах. Архитектор. Саша, у тебя образование парикмахера? Нет, Саша образование архитектор, дизайнер. У меня профессиональное образование архитектор-дизайнер, Да. а на парикмахера я никогда не учился, но всегда очень хорошо стриг, еще с институтских времен. Всех вокруг, просто видя форму, и как-то так все получалось. И себя я стригу уже сколько лет. И меня. И Лешу все время стригу, только я уже, ну сколько, 24 год, да. Мы у парикмахеров не были ни разу. И маму, когда надо, стригу, когда мама приезжает. Но образования у меня не было. И это, конечно, была дикая авантюра, но говорю, что я пошел парикмахером, ну, немножко блефанув там, да, что я работал в салоне, конечно. И я понял, что нет, я так не вывезу долго. Это было прям, про это кино можно снимать, как мне пришлось красить первую клиентку профессиональными красками, а я смотрю на них, и я не понимаю, что вообще с ними делать. Ну, то есть я красил кого-то, но красками из пачки, просто вот так вот покупаю, а там вот это вот, ой. Бытовыми. И как уж, ну как-то получилось там что-то. Вот сосед у нас написал, вот это, образовался Николай, пишет, что мне вас YouTube порекомендовал, потому что последнее видео из Дандаса было, в 5 минутах оттуда живу. Вы уже все водопады объездили. Николай, приветствую. Привет, по-соседски. Напишите, откуда вы смотрите, где рядом здесь. Мы водопады, ну, самые крупные, наверное, все объездили, а те, которые не объездили, обошли. Да? Они у нас здесь в шаговой доступности, мы иногда пешком ходим к Вебстеру, к Фате, к Тью Фоллс. Дандас Пик у нас тоже, в принципе, ну, полчаса можно, за полчаса. А тот, который с той стороны в Анкастере? Тиффани? Ше какой-то. Тиффани? Нет, а какой-то Шерман. Шерман, да, тоже мы на него можем пешком дойти и ходили туда как-то даже на завтрак с плюшками, и с мамой туда ходили. Ну, все большие, крупные обошли, да. Состриг ли, сохранил, ты состриг мои длинные волосы, сохранил ли? Кто состриг? Ты. Я твои длинные волосы. Ну, кто не сами же не да, выпали. да. Мы даже маленькое видео сняли, что-то как-то его тогда не выложили, потому что уехали быстро в путешествие, потому что мы прям перед поездкой, да, стригли. Нет, не сохранили. А надо было сохранить? Да нет, что с ними делать-то? Ну, можно было сделать хвостики. Нет. Так, я сейчас вернусь, потому что слишком много воды выпили, но микрофон оставляю здесь. Осмотрительно. Нет, ничего не сохранили. Ну, не такие уж длинные волосы были, поэтому куда их сохранять. Тоже инженер, нормально стригу, видишь начертательной геометрии. У меня, кстати, никогда не было начертательной геометрии, несмотря на то, что я учился тоже в техническом вузе. Ждем видео со стрижкой Леши. Есть видео? Есть видео? Ну, есть маленькое видео, ну, не с этой стрижкой, другой. Хорошо.
Вот видишь, Саш, творческий человек, рукаст во всем. Браво, Александр. Видишь, какой ты молодец. Я рукастый, но я в каком-то другом отношении рукастый. Мне кажется, мне ножницы давать в руки нельзя. Я тебя стриг? И ты выжил? Саша говорит, что в первое время, оказывается, я его стриг. Вот. Ну, видишь, ты рукастый, Саш, а я ногастый. Вот Кира сказала. Поэтому у каждого свое. Ты меня стриг, да. Вот, а Оля пишет, что Олин сын не сохранял волосы, он сделал донат для детей больных раком. Но там, по-моему, насколько я знаю, Там мы определенная длина смотрели, нужна. я тоже хотел отдать, но там нужна именно определенная длина, поэтому у меня не настолько длинные волосы были для того, что их можно было бы пожертвовать в эти заведения. Я хотел бы, наверное. Ты меня Вот. тоже стриг. Да? Сзади. Когда ну, в смысле, сзади на голове. Получилось хорошо. Маленькое видео можно из этого сделать. Спрашивает Настя, если Так вот, подожди, стриг, да, Хобби. когда я сзади еще себя не стриг, а сейчас я стригу себя, глядя в зеркало. зеркалом, да. Если хобби, мне, если хобби какое-то есть, то это, наверное, триатлон, плавание, как вот спортивные какие-то активности, наверное, как в качестве хобби можно назвать. Я, по-моему, больше у меня никаких хобби нету. Ну, смотря что считать хобби. Ну, путешествие, это же, наверное, не хобби. Сейчас слово хобби, я каждый раз, когда это слово слышу, это сразу вспоминается, знаешь, как в средних классах школы были какие-то... Анкеты? У девочек, по-моему, особенно были анкеты, и там нужно было заполнять анкеты, там каждой странице ты заполняешь там, как зовут, какое там, что ты это, и хобби обязательно надо было свое сообщить. Интересно, что вот с этими анкетами потом люди делали? Выкидывали. Или собирали компромат. Ой, Жанна нам подарочек прислала. Жанна, спасибо большое. Давай выпьем за Жанну. Спасибо. Жанночка, спасибо. 30. Ну, давай 10. Ну, Съедим. Я вот смотрю, я 30 гигантскую вместится. одну съем. Хорошо, я съем 5. Жанночка. Дзынь! Волшебные голубичины, блюберичины за вас. Спасибо за поддержку. Жанночка тоже нас все время поддерживает. Привет из Караганды, пишет Кира. Неужели Леша был у вас? У нас был, я был в Караганде, прожив там, наверное, неделю, ездил в командировку. Находился там, я тогда работал на компанию, которая занималась банковским программным обеспечением, и я ездил туда обеспечением и тем и другим. Обеспечением. Обеспечением. Программное обеспечение. Обеспечение. Ну, в общем, без печенья. другим. Без печенья. Без печенья. Света присоединилась к нам. Саппорт. Светлана. Вот. Светлана, добро пожаловать. Светочка. Дзынь. Добро пожаловать. И я, если правильно вижу, что это Света и тетя Люда. И тетя Люда, большой привет. Да, это Светочка и тетя Люда. Вот, за вас. Дзынь. А почему вы не открываете свои влоги для всеобщего обозрения, увеличится число подписчиков и лайков? Наталья спрашивает. Но мне кажется, мы об этом уже много раз говорили, потому что все влоги, особенно которые там 365 дней. Нет, подожди, пропустил вопрос. Вот спрашивала Наталья. Угу. Давай, отвечай. Но все-таки это есть несколько причин. Во-первых, открывать свою личную жизнь на всеобщий осмотр это не кажется самым мудрым решением. А там все-таки 365 дней, и есть разные какие-то моменты там про нас. Личные, не очень после комфортно. того, как пришел, 22 год, все очень сильно изменилось, и по разным причинам нам не захотелось держать свою жизнь в открытом доступе, потому что там много каких-то неприятных вещей со стороны людей. Посыпалось, да. И какие-то влоги открываются периодически. Вот, например, я собирал, монтировал подборку из видео, как мы покупали дом, чтобы порадовать всех.
Это одна причина, наверное, самая главная. В какой-то момент вдруг, ну, я понял, что, во-первых, видео не особо смотрят, не особо, знаете, приносят это лайки, старые Чисто видео. с технической точки Но зрения алгоритма но YouTube. заходят какие-то чужие странные люди, в том числе и со своим, извиняюсь за выражение, Негативом. говном. Назову я своими именами это, да. Ну, а оно мне надо. Поэтому был месяц, когда я вообще все закрыл на канале. Кто-то это помнит, наверное. Все было закрыто, кроме, наверное, каких-то самых важных видео, там про гомофобию и еще что-то. Несколько видео всего осталось на канале. Было закрыто все. И вместе со зрителями мы пришли к такому решению создать спонсорскую подписку, где те люди, которые хотят это смотреть, они будут заходить, смотреть в любое время. При этом наша личная жизнь, вся личная жизнь, а там ее много, она не будет открыта абсолютно всем, в том числе и людям, которые сюда со своим говном приходят. Буду называть, опять же, своими именами. Это одна из причин. Другая причина, не смотрят уже так активно старые видео. Те, которые смотрят, ну вот, например, подкасты их постоянно смотрят, происходит у них какая-то там постоянная жизнь, а влоговые видео их посмотрели, перестали смотреть. Те видео, которые не смотрят, они тянут на дно весь канал своей несмотрибельностью. Да. Поэтому даже с коммерческой точки зрения, с точки зрения бизнеса и развития канала, держать на канале видео, которые не смотрят, нерентабельно. Это тянет остальные видео, это как бы делает в целом канал, если 365 видео висит, которые не смотрят особо, это говорит о том, что канал просто перестает рекомендоваться. Да. Поэтому в данный момент открываются какие-то видео, сейчас открыты какие-то видео, я вот сейчас пооткрывал какие-то видео, можете посмотреть, там много влогов сейчас открыто, но, например, видео какие-то очень личные, они останутся в закрытом доступе, это как бы наше совместное решение, потому что у Леши есть тоже своя работа, и тоже не очень интересно, чтобы эти видео были... Как раз, ну это же очень личное. Это же очень личное. В жутких розочках. Вот. Ну, как-то путано, но я отвечал на этот вопрос и более структурированно. Ой. Я не знаю. Да, я не знаю. Пожалуйста, Как напишите, вас как вас зовут. зовут. И мы Почта поблагодарим вас за подписки, по выпьем имени. за вас пузырики, да, и съедим еще несколько голубичин. Голубичин. Да, пожалуйста, напишите, как вас зовут, мы благодарим вас за подарочные подписки. Спасибо большое за то, что посодействовали тем, чтобы... Вот я вижу, кстати, много здесь знакомых тоже имен, чтобы люди присоединились к спонсорской подписке и смогли посмотреть те самые 365 дней. Вот. А я тоже свои подарочные подписки вначале подарил, поэтому у нас сегодня много присоединилось людей. Ну, приятно. Да. Ну, это такая лотерея всегда, но хорошо. Для того, чтобы как раз кто-то мог ознакомиться с тем, что сейчас не совсем в открытом доступе. Спрашивает Лилия. Спасибо за комплименты. Вы хорошо выглядите, стройный. На диете ли мы? На диете из-за... Вот, смотрите, какая у нас диета. Только что... Мы до нее пока еще не дошли, потому что мы очень наелись. Я испек по Сашиному рецепту банана бред, банановый кекс. Но надо, во-первых, принимать во внимание о том, что мы не съедаем весь кекс сразу. Мы съедим пару кусочков, остальное порционно заморозим. А во-вторых, в этом же кексе, например, там не вся мука пшеничная, есть и миндальная мука. Во-вторых, вместо сахара там сахарозаменитель, который мы используем. Ну и потом мы ведем достаточно активный образ жизни. Ты еще целую... Ну нет, не целую, но у меня голубика закончилась, а за Юлечку еще? из Киева нужно съесть За Юлечку голубичину. обязательно надо. Сейчас. Вот. На голуби нам, пожалуйста. Сейчас наголублю. Как бы странно это не звучало. Да. Поэтому, а потом мы достаточно активные, потому что Саша бегает и занимается тоже там. Давно был вопрос в чате про какое у нас фитнес-оборудование есть дома. Там гантели, турник. Саша тоже занимается. А у меня триатлон. Беговая дорожка у нас есть. А беговая дорожка у нас есть. Ну, мы бегаем. Я же сказал, что ты бегаешь. Я бегаю, плаваю и на велосипеде тоже, плюс какие-то силовые. Ну и Саша тоже занимается. Поэтому, конечно же, мы не на диете, но мы
активный образ жизни И тоже чувство ведем. меры. Самое главное — чувство меры. Мы можем позволить себе и огромную тарелку путин, как вот мы недавно съели. Мы съели. Ну, мы, правда, оставили чуть-чуть на завтра, то есть все доедать не стали. Мы можем позволить себе любой десерт, мороженое, иногда устраиваем целый день, мы такой жора, мы начинаем с утра и вечером заканчиваем, потом думаем, что-то мы много сегодня нажрали, надо перестать, завтра надо как-то сократить. То есть чувство меры. Мы как-то можем все съесть, и бургер вкусный можем съесть, и очень любим, и в то же время, ну и салатиком не побрезгуем вечером, или каким-нибудь легким супчиком. Ну, то есть как-то балансируем. Мгм. Вот. Это Вот и помогает. все диеты. Вот вся диета. Диеты нет никакой. Как потом Вот, подожди, размораживать? самые крупные За голубичины за Юлю. Ну Такие вот, я в виде тебе смотри. арбузов. А у тебя тоже есть? У меня, такие? конечно, ты же мне Вот, положил. Юль, спасибо Такие прям большое. размером Давай. с глаз. Зынь, спасибо Зынь. большое, Юля, за поддержку, за подарочные подписки. Ам. Сколько лет? Саша, тебя, кстати, тут я видел, кто-то состарил на год. Саша 47. Лешечка на полгода Я на старше. полгода старше, поэтому сейчас как раз А то сейчас время. такая мода появилась, знаешь, какая-нибудь такая появляется неприятная личность в комментариях и начинает писать: вы так состарились. Вы помолодели. А вы помолодели. Все мы там будем, во-первых, а во-вторых, знаете, сравнивают с видео, которым, ну, когда там первое видео на канале появилось, 15 лет 15 назад. лет назад. Ну, понятное дело, я не помолодел, было бы странно, ну, не Бенджамин Баттон. Все мы состариваемся. Вопрос в том, как мы к этому относимся. И, ну, что-то мне подсказывает, что люди, которые такое пишут, во-первых, Неумные. не умные, а во-вторых, давайте-ка, может быть, фотографию тогда свою пришлете, а мы сравним, кто как Покритикуем. состаривается. Ну, обычно, знаешь, это нормально. Человек, у которого все хорошо в жизни, который доволен собой, которого любят, который любим, который радуется этой Не жизни, станет писать такое. никогда не будет писать какое-нибудь говно в комментариях. Но это правило. Обычно это кто-нибудь пишет какой-нибудь такой, ну, ты какая-нибудь, знаешь, блоха, которая начинает, ну, правда, ну, а как еще? Ну, вот она, которая такая паразитирующая, которая упивается тем, что она кому-нибудь сделает гадость, у кого-нибудь там кусочек откусит и пойдет дальше скакать себе под комментарием на других каналах. Ну, только так. Меня вообще это не затевает, потому что, ну, правда, ну, сколько я в свое время, переехав в Канаду, я раньше красил бороду. У меня борода очень рано начала сидеть, и если вы посмотрите какие-то видео еще черная. 15-го года, да, у меня прям такая черная такая борода. Своя. Я ее красил тушью. У меня много туши было, с визажистских времен осталось. Я ее подкрашивал тушью, вот эти вот седые. Я очень комплексовал из-за того, что, ну, как вот это вот идиотство на самом деле. А переехав в Канаду, я понял, да ну всех в одно место. А у меня тогда не была седая борода. И я просто в какой-то момент я резко перестал красить бороду. Есть видео, где вы можете увидеть меня в одном видео, в 16 году, по-моему, это случилось. В одном видео я с черной бородой, прям такой с черной, такой прям. А потом бац, ты А потом посидел раз неожиданно. и седина, да, и как внезапно ты состарился. Да не состарился, просто стал нормально принимать какие-то процессы, которые со мной происходят, и не только со мной, но и со всеми остальными. А вот пишет человек, извиняюсь за комплимент. Не надо извиняться за комплимент, прям это... Давайте, продолжайте. За комплимент никогда не надо Да. извиняться. Со временем вы стали выглядеть импозантнее. Импозантнее. Спасибо большое. Ну, Максим, наверное. Да? Наверное. К сожалению, иногда по никам очень сложно определить по этим. А сосед не признался, где он живет, да? Я не Сосед, видел. сосед только сказал, что на этих водопадах он тоже был. Ну, вы напишите нам. Может быть, мы еще дружить будем. На водопады на вместе водопадах. сходим, да. Нас здесь друзей немного в окрестностях. Да, а ты будешь Дружить? Что буду? делиться со мной глубокой? Буду с тобой. Что будешь? Что у тебя? Почему ты так А что ты засмеялся? не совсем сообразил, какой вопрос спросить, а уже спросил. Ну, пол вопроса выскочил из головы, я понял, что мне нечем продолжить. Спасибо большое. Засыпали комплиментами. Да. Спасибо. Еще пишет как раз, кто-то вообще в 25-30 сидит, генетика, поэтому... ну, Я вообще не переживаю. Не поверите, я не переживаю. И волосы блондинистые я красил не потому, что я скрывал седину, я вообще ее... Это вот не седина, кстати, это остатки блондинистые, а вот здесь сюда, вот здесь сюда, вот здесь сюда. Сильно.
Меня вообще это не парит. Мне просто нравился светлый цвет волос, может быть, я к нему еще вернусь. А может быть, когда миллион на канале наберется, у меня там лежит сиреневая краска, которая как раз... Да, может быть, Как помните, если кто-то помнит ежедневные влоги, когда мы купили дом, Саша покрасил волосы в розовый цвет. Ты проходил тогда с розовыми волосами какое-то время. Да. Вот если миллион будет, надо фиолетовый. Фиолетовый. Ну там сиреневый такой красивый цвет. Как у нас это... Нет, не буду сравнивать. Тетка жила с фиолетовыми волосами на Бауманской. Мы когда жили, там была у нас главная по дому, ходила с фиолетовыми волосами. Вот. Мальвина. Но я не сравниваю. Я не сравниваю. Да сравнивай, пожалуйста. Слушай, на самом деле я давно пришел к тому, что все, что пишут вам в комментарии, говорят незнакомые люди, особенно если какие-то гадости, но это не про вас. Это про тех людей, которые это пишут. К вам это не относится ровно до того момента, пока вы сами в это не вляпаетесь и это на себя не примете. Вот пусть, правда, вот это вот все, это правда говорит больше о несостоятельности всех этих людей, которые пишут какие-то гадости. Кто чем богат, тот тем и делится. Оля написала, что она может сходить на водопады. Надо сходить на водопады с Олей. Кстати, Оля еще выше, там, я помню, она написала, что... Давайте как-нибудь соберемся и все сходим на водопады. Да, давайте сходим все на водопады. Я такой интроверт, главное дело. Знаешь, это как, а давай устроим вот это. И такой что-то, нет, вот это устраивать уже не будем. Сейчас я такой предлагаю, ну правда, если вдруг найдутся желающие, можем вместе куда-нибудь сходить, там устроить пикник. Приедете, сходим. Давайте, пишите. Можно прям собрать компанию и устроить какой-нибудь пикник, пока погода еще позволяет, чтобы не зимой только. Зимой будет сложно. Так иногда придешь на водопады, а там приходит какая-то большая компания, облепят все камни. Это вот будем мы мы. облепим. Это будем мы. В Германии соседка с волосами, чистокровная немка. Вот какая молодец. Мы сегодня прям, да, так ударно. Спасибо большое, Татьяна. Вот Татьяна, спасибо большое. Спасибо. Я буду у Леши уже подворовывать голубику. Пожалуйста, подворовывай, потому что Татьяночка, я, по-моему, уже за вас голубика. объелся голубикой. Давай, нет, что-то надо съесть еще. Хорошо. Это полезно. Голубика полезна для зрения. Для зрения, да? Да. Мы будем лучше видеть. Особенно в нашем возрасте. Пусть местные, мы сейчас наедимся голубики, и местные оптометристы обанкротятся. Потому что... Зимой, да, будем дырку искать вместе. Все. Ну, в смысле, ну, поняли, да? Кто смотрел, тот знает. А Надя же писала, дырка туда. Как раз надо идти на тот водопад, идти дырка туда. Вот. Туда и пойдем. Скажите, правда, где вы живете, мы все вместе приедем к вам в гости. Нет, мы не скажем, где мы живем. Многие знают, где мы живем. Мы скажем, на каком водопаде встречаемся. Туда и приедем. Что вы пьете? Мы пьем газировку. Мы пьем бабли, мы очень любим такие газированные напитки. В них 0 всего и правда, 0 всего. Почти 0 вкуса. Он такой газированный напиток с легким привкусом лайма, а это... С привкусом малины. Малины, да. Легкий такой. Просто газированный напиток, очень приятный, освежающий. Мы рады бы были выпить шампанское. У нас даже есть безалкогольное, но, по-моему, с сахаром. Мы с утра решили сейчас сахар в себя не закидывать. Ну, такой. Она вспомнила тост. Не важно, как ты выглядишь на фото, главное, чтобы на МРТ хорошо выглядело. Слушай, чем дальше, тем больше этого становится правдой. Ну, в принципе, это всегда правда. Да. Слушайте, такой у нас получился многогранный сегодня, да, стрим. Хороший такой, как в старые добрые времена, поговорили обо всем, мы уже 1,5 часа разговаривали. Слушайте, пора заканчивать. Как с вами подружиться? Нас спрашивает Армуал. Опять же, ну вот с именами сложно. Можно, если вот по нику не совсем понятно, как вас зовут, вы представьте, с нами очень просто подружиться, но... В реальной жизни вы должны находиться где-то в какой-то досягаемости. Ну как да. Просто? Это, конечно, так. Мы очень сложные. Это, конечно, сейчас это так... Ну, давайте начнем с того, что чтобы подружиться в реальной жизни, нужно, по крайней мере, находиться в какой-то реальной досягаемости. Где-то какое-то исследование было, мы недавно обсуждали, какое-то по статистике, что нужно провести какое-то количество времени. Очень много. Общаться. Чтобы подружиться, 200. 200 часов?
надо 200 часов это. Вместе провести. Все смеялись. Мы Нужно поняли, что найти людей, которые нам нравятся. Например, если захочешь с ними стать друзей, запереть и 200 часов с ними просидеть. в бейсменте у В себя бейсменте. приходите периодически, да, ну, как бы час в день хотя бы, и то много. 200 дней надо проводить, да, 200 дней по часу в день проводить. Да, но это же реально у себя нужно запереть 200 часов для того, чтобы стать друзьями. Это где-то мы, я не помню, это искусственный интеллект, это искусственный интеллект. Интеллект, Да, это мы искусственный что-то интеллект, по-моему, спрашивали. да. Мы спрашивали, как Типа, подружиться что с людьми. приятелям надо 100? Да, по приятелям 100, а чтобы Да. друзьями 200 часов, и тогда вот крепкая дружба. И Вот вы надо поняли, найти что- людей, каких запереть их у нас в бейсменте. Ну или палатку можно здесь поставить. им, Но да. надо, чтобы мы прям рядом находились. Ну, Но так, чтобы они не общаться надо. надоели нам. Или чтобы мы им не надоели. Ну, слушай, мы, Не, наверное... подожди, ну, как бы тут цель у нас провести с ними 200 часов. А уж Блин. надоедим мы или нет, это уже Это не их наша, дело. не наша проблема. Если мы хотим подружиться, то, знаешь, вот запрем у себя в бейсменте и будем приходить, Будем проводить дружить. время. Так и начинаются все истории про маньяков, на самом деле, которые на самом деле хотят дружить. Вообще, да, ну и очень много, на самом деле, историй про маньяков, которые Мне кажется, это запирают реально- кого-то у себя в бейсменте. Просто хотят, просто Они как бы просто дружить получили хотели. неправильную рекомендацию у От искусственного искусственного интеллекта, интеллекта. да. Оля готова запереться. Что-то мы не уверены, Оля. Такая вы активная, и работы у вас много, что вы так легко запретесь. Знаете, из бейсмента из нашего так-то просто не А то ваши выберешься. девочки-гимнастки придут что вас вызволять. Да, но мы их тоже запрем. Будет так столько Будем дружить со всеми. Дружить со всеми, да. Так, нужно, мне кажется, аккуратнее с этими мыслями, а то сейчас у нас, знаешь, где-нибудь это уже сирена там за это. Сейчас уже, да, подъедут. Проверять бейсмент на предмет этих друзей. Вот посмотри, там нет ничего в бейсменте. Нет, чисто беговая дорожка. Был ли у вас опыт со сталкерами, навязчивыми подписчиками? У меня был Но это тогда еще не с подписчиками. на Кукинтайме. А ну Китайме? Я сейчас скажу, вдруг он смотрит. Подожди, а я не знаю. Ты мне рассказывал? Что? Я не помню. Который писал вот такие там эти, Ой, какой-то прям такой, помню. прям в это. Да, были. Ну, к счастью, только в онлайне. Но в какой-то момент мне начало казаться, что человек находится где-то рядом, потому что он такие вещи там писал. Я не помню. Я вот помню, что-то было подробно. Ну, сначала это хихоньки-хахоньки было, а потом я немножечко поднапрягся и перестал вообще каким-то образом реагировать, надеясь на то, что это сойдет на нет, а оно несколько лет не сходило. Ну, прям, да, страшно было в какой-то Ну, момент. в какой-то момент прям крипово было, да. То есть я реально стал, ну, как бы думать, а вдруг где-то человек смотрит. Там, Мгм. катаясь на роликах еще, это еще не в Канаде было. Там в Канаде как-то, ну, даже когда в Канаду переехали, тоже продолжалось это. Вот. Ну да, был такой опыт. Как-то. К счастью, не в реальной жизни. Марина сказала, запирать девочку очень плохая идея. Ну, да, давайте только мальчиков запирать. Давайте не будем никого запирать. Давайте не будем никого Потому что запирать. потом где-нибудь нарежут еще вот это вот. А потом, да, А потом в какой-нибудь программе выпустят, как они запирали мальчиков и девочек. Если что, мы никого не запирали. Никого. И не собираемся. И не собираемся. Нет. На всякий случай. Нас не надо тоже запирать. И нас тоже не надо, пожалуйста. На таких условиях дружить отказываемся. Вот. С Ей не стоит дружить. Ну, вообще нужно осторожнее. А фильм такой был прекрасный. Her называется. Он такой медленный. этот А мне фильм. нравится, я несколько раз смотрел. Или «Она» называется в русском С Хоакином Фениксом? Да. И с Скарлетт Джоханссон? Да. Скарлетт Джоханссон там только озвучивает, правда, и мне очень нравится. Вот там как раз товарищ подружился с операционной системой. Ну, с ИИ в каком-то смысле. Оля, манго без рук. Мы Там такая Паль- косточка. пальму, а там еще и шкурка. Пальму первенства отдаем Оле. Оля, повторим, если снимете. Научите. Потому что там кожица, как ее есть-то без этой? Вот без этот рук. кексик на переднем плане. Есть рецепт на канале. Я именно по нему сегодня и готовил. Наберите в поиске в YouTube банановый кекс Cooking Time. Там несколько рецептов.
на мой взгляд, самый удачный, это рецепт, который, по-моему, 2 года назад был снят. Можно Он сделать периодически снимается. Да, можно сделать такой мраморный, как вот в рецепте. Можно не обязательно добавлять какао, если вам не нравится шоколадный кекс. Это, мне кажется, прям незаменимый рецепт. Делается буквально 5 минут, и потом выпекается почти час. И мне кажется, что это прям волшебный рецепт. И Да, это невероятно Леша вкусный приготовил. кекс. Следующий вопрос. Кто-то там очередной вопрос про путешествие, уже про Гавайи. Про Гавайи тоже можно разговаривать очень много. И на Гавайи нам очень хочется, и обязательно на Гавайях мы еще окажемся. Давайте уже оставим, наверное, для другого стрима, потому что, мне кажется, у нас уже языки прилипают к небу. Небу, да. Мы уже будем на сегодня заканчивать. Спасибо большое. Смотри, в кои-то веке у нас зрителей меньше, чем лайков. Ну, видимо, те, кто поставили лайки. Ну, потому что там кому-то перестали нужно было по делам смотреть, пойти, да. они уже пошли. Да. Ну, мне такой баланс в любом случае нравится. Ой, смотри, Ева написала, я случайно заперла девочек в раздевалке на соревнованиях, и мы не подружились. Даже странно. Аккуратнее с запираниями, ребята. Ой, смотри, как мило. Передайте, пожалуйста, привет Юле из Осло от Милены из Киева. Мы познакомились через открытки на вашем канале. Помнишь, открытки были? Да, передаем привет. Передаем привет Юле из Осло. Елена из Киева. Вот. Спасибо, друзья, большое, что сегодня с нами провели это прекрасное утро. Мы позавтракали. Сейчас будем отправляться в новый день, потому что много всего там еще у нас запланировано. Да, нам еще нужно напомидорить там всякого. Вот. Звучит. Ну, сегодня много звучит так. Сегодня можно. В стриме можно. Да. Вот. Спасибо большое за приятно проведенное время. Рецепт кексика ищите на кулинарном канале Cooking Time. Там точно есть, и не один. Просто введите в поиске YouTube банановый кекс Cooking Time, выдаст там сразу много версий. Спасибо большое. Спасибо всем, кто отправлял подарочные подписки. Спасибо всем, кто отправлял донаты. Спасибо всем спонсорам канала, в очередной раз хочется сказать. Всем партнерам канала в очередной раз хочется сказать спасибо. И прибавилось у нас спонсоров в последнее время тоже. Спасибо. Вы помогаете каналу больше, лучше функционировать. В конце концов, сейчас пойду камеру как куплю. Почему бы и нет? Да, как буду еще красивее снимать для канала. Спасибо большое, это тоже очень важно, на самом деле такая поддержка очень важна. Ну и, конечно, спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Это очень-очень ценно, это всегда большая поддержка для любого видео. Ваши лайки — это такой инструмент, мощный инструмент поддержки и продвижения любого видео, стрима, чего угодно. Ваши комментарии, даже самые простые какие-нибудь комментарии под видео, это тоже всегда помогает видео продвигаться, это помогает им не затеряться, ну, оставаться на канале, соответственно. Пока видео смотрят, они в открытом доступе остаются. Мы тоже это сегодня обсудили уже. Видишь, у меня уже все. Точно нужно заканчивать, язык заплетается. В общем, всем вам большое спасибо за вашу поддержку, за все уже, по-моему, сказал. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. До новой скорой встречи и пока-пока. Пока. Сейчас дотянуться надо и сделать тыц-пыц с отключением. Тыц-пыц. Тыц-пыц.